Всем здорово! Месяц назад я выпускал видос по GTA 3, транспорт какой банды самый лучший. Как я понял, видос вам понравился, и вот вторая часть по Vice City. К сожалению, в этом видео разбирать банды я буду именно из игры GTA Vice City, то есть на момент 1986 года, а сториса не буду, ибо там банда гораздо серьезнее, чем в 86-м. И для этой игры я вообще могу сделать целый обзор не только на транспорт, но и самих банд. Там появляются еще такие банды, как Чолос, Картель Мендес и банда Марти. А еще много существующих банд на момент 86 года имеют другой транспорт, другие территории, бизнесы и вообще очень сильно отличаются от нынешних. А также перед просмотром я бы хотел вас попросить зайти в мой ТГК, там будут новости видосов, различные опросы, а также связь со мной в случае, если YouTube будет полнейший пиздец. Рассматривать все банды и мафии в игре будем по мере появления их в сюжете игры. Их рассматривать будем именно с точки реального мышления. То есть самое важное — безопасность, скорость, практичность для банды. Для банды, группы людей, а не только для одного Томми, которому все равно такой параметр, как количество сидений в авто. Обзор может быть субъективным, так что пишите свое мнение в комменты. Да, чтобы обозревать транспорт, буду использовать видос самой быстрой тачки Vice City, а также пики GTA. А еще в Vice City у банд есть не только тачки, но еще и лодки. О них тоже поговорим. Ну и конечно же вертолеты. Начнем же. Самые первые — это форели. Появляются на одну катсцену в начале и на одну катсцену в конце игры. Из автомобилей у них есть только пару мотоциклов Санчес, когда они пытались забрать деньги с бизнеса Томми, а также пару лимузинов Stretch, из которых вылезают враги финальной миссии. Stretch просто лимузин элитного класса, причем обычный, не бронированный. О таком далеко не уедешь, слово Stretch Love Fista гораздо быстрее. Однозначно один из худших видов транспорта, Санчес же наоборот достойный мотоцикл. Не самый лучший, но не самый худший. Двухместный, очень хорош для кросс-местности. Но это мотоцикл, что делает вас легкой целью для стрелков. Еще на мотоцикле можно врезаться куда-то и все, пиздец. Даже в воду улететь. Вторая. Полковник Хуан Гарсия Кортес и его люди. Это обычные матросы. Они просто приезжают в Vice City для организации вечеринок, сделок и дел с французами. В разборки города они не лезут. Из транспорта огромная яхта, на которой Кортес возит свой товар из океанов в океаны. Еще одна очень быстрая лодка. И то он ее дарит Томасу в знак благодарности, что тот помог избавиться от французов и выйти в открытое море. Особо про них говорить нечего. Однако этот персонаж является связывающим звеном с другими бандами, Диаза и немного кубинцами и гаитянами. Более тесно мы знакомимся именно с Диазом, успешно защищая его сделку, где же мы видим его на Адмирале. Кубинцев на своей специальной машине и гаитян в каких-то фургонах. Приостановимся на секундочку. Параллельно после убийства повара нам поступают звонки о заданиях, которые были предназначены для мистера Тила. Ну и Томми решает их выполнить. В одном из них мы знакомимся с залетной европейской бандой, чьей целью является ограбить банк Vice City. Они выглядят как обычные люди, Томми просто-напросто их убивает. В этой миссии у этих ребят из транспорта только Бобкат, пикап, очень медленный и непрактичный за двух мест, и еще более медленный security car. Но он гораздо прочнее и безопаснее, но все еще два места. В общем, у европейцев тоже так себе машины. В то же время мы понемножку работаем на Эвери Кэррингтона, или же просто Боярского. Он просит нас убить одного неугодного ему бизнесмена на поле для гольфа, чтобы земля отошла к нему в руки. В поле для гольфа есть организованная группа, но она очень несерьезная. Старики в розовом, играющие в гольф. Ездят они на маленьких гольф-машинках Кади. Ну, тут даже ничего не надо объяснять. Кандидат на лучшее авто среди банд. Ладно, это типа шутка такая была смешная. Вернемся к главной истории. После той сделки начинаем работать на Диаза. У него нет конкретного автомобиля банды. В различных миссиях его люди появляются на адмиралах, кометах, миссии камера смертников, когда Диаз хочет убить Лэнса, и даже появляется вертолет миссии по номеру 86. Но скорее всего это лишний вертолет именно Лэнса Венса. Кстати, в этой же миссии мы даем по губам ребятам из другой банды, Шаркс, или же Акулы, но к их машине позже. Также возле особняка мистера Кокейна стоит лучший спорткар в игре, Инфернус. Могу предположить, что это именно его машина, на которой он ездит. Но, как я сказал ранее, большинство его людей ездят на кометах, если судить по той же самой миссии камеры смертников. Комета очень быстрый двухместный спорткар кабриолет, основан в большей степени на Porsche 914. Двигатель спереди, полный привод. Максимальная скорость 200 км в час, очень хорошо управляется. Масса 1,4 тонны. Да, такие спорткары достаточно дорогие, но у Диоза нет с этим проблем, он главный наркобарон Vice City. Также в миссии «Самая быстрая лодка» мы крадем у костариканской банды самую быструю лодку Vice City. К костариканцам еще вернемся и отдаем эту самую лодку Диазу. Но он не знает, что Томми обладает абсолютно такой же после миссии «Свистать всех наверх», где полковник Кортес дарит Томасу катер, схожий по характеристикам с тем, что есть у Диаза. Эта лодка называется Скуала. Максимальная скорость 90 км в час с массой 2,2 тонны. В следующей миссии Диаза мы снова встречаемся с кубинцами, у которых есть своя лодка, но о кубинцах чуть позже. Пока что вернемся к Шаркс, акулам, которых мы обстреляли с вертолета в миссии Пномпень 86. Встретить их вместе с транспортом можно чаще всего именно на острове Креветок, тут они и живут. Ездит на 4-местном навороченном фургоне Бурито. Для фургона очень даже быстрый. Целых 150 км в час максимальная скорость, тяжеловат, массой 2 тонны, в то время как гражданская модель на 100 кг легче. Зато полный привод, что не сказать о гражданской версии фургона. Основан на фургоне Dodge Ram. Достаточно шустрый, в то же время очень вместительный. Такой средний автомобиль. Также появляется в миссии погоня на BF Injection. Однако банда не владеет ни одной лодкой.
Быстренько расскажу про костариканскую банду, в которой мы спиздили лодку для Диаза. Обычная залетная банда, ничем кроме этой самой лодки в плане транспорта не владеют. Вот так вот скудно получилось про них. В конце концов наступает, как я уже говорил, миссия камера смертников. И мы спасаем Лэнса и избавляемся от Рикардо Диаса, попутно забирая весь его бизнес себе, и лодку, и весь транспорт, и вертолеты. Однако все равно, с вашего позволения, до конца видоса я буду называть лодку и комету именно транспортом банды Рикардо Диаза. К этому моменту мы также выполняем миссии Эвери Кэррингтона. Одна из них — поставить кубинскую банду, совершив при этом от их лица покушение на банду конкурент гаитян. После этой миссии нам позвонит глава кубинской банды, поняв, что настоящий владелец телефона мертв, это тот самый повар, которого Томми был в начале, приглашает Томаса поработать на кубинцев. Эти ребята сильно помешаны на и очень любят поплавать на лодках. Чтобы получить работу от Умберто Робины, их босса, надо пройти испытание, проехать на кубинской лодке через чекпоинт и успеть вовремя вернуться. Кубинцы — единственная банда в Vice-City, имеющая свои личные лодки. Название — кубинский Jetmax. По скорости это то же самое, что и та, что у Рикардо, но она управляется чуть хуже и тяжелее на 800 килограмм. Так что лодка Диаза в любом случае лучше. Также у кубинцев есть вертолеты, на которых они пытались забрать нашу дурь, когда мы работали на Диаза в миссии спроса и предложения. Они летают на вертолете Sparrow. Максимальная скорость этого вертолета 200 км в час и обладает массой 3 тонны. Чем этот вертолет хорош, так это своими размерами. Он гораздо меньше, чем тот, который у Диаза, а значит и попасть в него сложнее. Он гораздо лучше, чем вертолет Диаза, потому что вертолет Диаза вмещается куда больше людей. В случае, если вертушку подобьют, то умрут все 4 человека, а в случае с пару кубинцев всего 2. То есть будет меньше жертв в случае крушения. И самое главное, автомобиль передвигается кубинцы на двухместном Гермесе кубинцев. Это усовершенствованная модель гражданского Гермеса, основанного на Hudson Hornet. Бандитская версия стилизована под Hot Rod. Очень клево выглядит, при разгоне вылетают огни из выхлопных труб. Достаточно тяжелый, 2 тонны и 150 килограмм. Максимальная скорость 160 км в час. С чего я прихерел, так то, что он имеет полный привод, в отличие от гражданской версии. Очень-очень старая машина даже во время 80-х. Ей же примерно 30 лет. Очень тяжелая для двухместной машины. Управление такси. Приходится использовать ручник. Пока мы работали на кубинцев, нам звонит тетка Полли, которая предлагает зайти к ней на чай. В итоге она обманом пичкает Томаса всякой травой, опьяняя его и заставляя работать на гаитян. Оказывается, это один из лидеров гаитянской банды. Банда ездит на двухместном лоурайдере, шустрой машине Вуду. Единственная в игре, обладающая гидравликой, основана на стареньком Chevrolet Impala 60-го года. Выглядит машина уныло, покрашена в бордовый цвет, максимальная скорость такая же, как и у гермеса кубинцев, 160 км в час. При этом машина легче, всего лишь 1800 кг, задний привод, пятиступенчатая коробка передач. В отличие от Гермеса лучше управляется, так как это не тяжелый утюг. Из-за меньшей массы легче разгоняется, что может быть решающим фактором в экстренной ситуации. Ну а так машины примерно равны. Хорошая машина. Гаитянцы не обладают никаким воздушным транспортом, но зато у них есть маленькие яхты Тропик, массой 2 тонны и с той же скоростью, что и лодки кубинцев. Однако очень неповоротливо, что может сыграть злую шутку в заливе Бэй, что между островом и континентом Vice-City. В то же время после успешного штурма особняка Диаза звонит Кент Пол и приглашает нас к нему в студию звукозаписи к группе Love Fist. Они просят Томми добыть охрану на предстоящий концерт, банду байкеров. Они разъезжают по городу на Энджелах. Это лучший байк среди всех банд Vice-City, но точно не лучший наземный транспорт. С байка в Vice-City очень легко слететь и разбиться или угодить в воду. А так, это очень быстрый мотоцикл, максимальная скорость которого 190 км в час, а его масса 800 кг, гораздо маневреннее, нежели Гермес или Вуду. В данном мотоцикле можно легко подстрелить человека, но в Vice City Stories байкеры пользовались успехом с таким транспортом, так что это очень хороший кандидат. Остались две не очень важные для сюжета банды, но все равно я хочу о них вам рассказать. Первая — синдикат фальшивого минечества. Миссия на типографию, Томми пытается украсть клише для печати ненастоящих денег у этой банды. В основном в ней состоят женщины с опасными дробашами. Ездят они на сентинелах, один из которых уникальный, в черном окрасе, такой больше нигде не встретить. Остальные два обычные. Это единственная машина, на которой они появляются в игре, чтобы не считать, что они предпочитают именно эту тачку. Sentinel основан на BMW E23, имеет максимальную скорость 165 км в час. Это быстрее и Гермеса кубинцев, и Вуду гаитян. При этом имеет такую же хорошую управляемость, как у машины Вуду. Очень практично, так как имеет 4 сиденья, в отличие от обычных автомобилей банд. Стильно выглядит, при этом имеет массу лишь 1400 кг. Задний привод, пятиступенчатая коробка передач, однозначно один из претендентов на лучшее авто. Также эти девушки летают на вертолете, Маверике, он такой же, как и был у Диаса. Ничего необычного. Мексиканская банда, с ней мы знакомимся в одной из миссий Фила Кэссиди после успешного ограбления банка. Они просто торгуют оружием в Vice-City и для этого используют дряхлые Олтоны и скутеры. Когда для перевозки такое себе, так еще и для сопровождения скутеры. Одно из худших транспортных средств в игре вообще. В общем, комментарии будут излишними в этом случае. Просто молчу. Ужаснейший выбор транспорта. Вот и все. Давайте делать выводы.
На выбор лучшего наземного транспорта есть несколько вариантов: Комета, Sentinel, Voodoo, Hermes и Angel. Angel — единственный мотоцикл из перечисленных. Однозначно мог бы занять позицию повыше, если бы байкеры умели ездить на нем, а так в тестовой гонке они разбивались каждые 100 метров, а чем больше скорость, тем опаснее. Так еще если подумать немножко, то мотоциклисты расстрелять гораздо проще, чем автомобилист, так что нет, этот вариант отпадает. Это что-то среднее. Hermes — быстрая тачка, но капец тяжелый, из-за чего ускорение оставляет желать лучшего. Неплохое управление для такого автомобиля, ведь даже полный привод стоит. Но Voodoo будет все-таки получше, из-за своей маневренности и лучшей управляемости, чем у Hermes. Так еще автомобиль уже, что поможет легче уйти от преследования. При этом двигатели у них почти одинаковые, оба являются маслкарами. Sentinel — это топ-2. Потому что Sentinel — это как автомобиль Voodoo, только быстрее и вместительнее, а в перестрелках это преимущество еще какое. Комета — это лучшая тачка банд из Vice City. Несмотря на то, что это кабриолет и то, что в нем 2 места, он очень быстрый. И с таким же хорошим управлением, как у Sentinel, так еще и очень быстро разгоняется до максималки. TS может взять количеством. У него столько денег, что большая цена кометы для него смешна. Он купит 2 таких, и вот уже имеем 4 бойца. Это столько же, сколько и в Sentinel. Очевидно, что самым худшим является мопед, Уолтон и Кади. Мне кажется, этот комментарий излишний. Среднячок — это Hermes кубинцев, Буррито, Акул, Angel байкеров. Чуть похуже Санчес, Стретч, Бобкат и Security Car. В общем, вот тир-лист со всем добром, включая тачки европейской банды и семьи Форелли. Что касается воздушного транспорта, то наилучшим вертолетом обладают кубинцы. Он меньше, а по нему трудно не попасть, и в случае ЧП жертва будет меньше из-за вместительности вертолета Sparrow. Чуть хуже будет Маверик Рикардо Диас и Маверик фальшивомонетчиков. Если говорить про лодки, то тут такая схема. Самой худшей лодкой будет яхта Тропик Гаитян. Она нисколько не поворотливая, из-за чего возникает ряд трудностей. Чуть лучше кубинская лодка Jetmax. Она такая же, как лодка Диаза по скорости, но чуть-чуть тяжелее, на 800 кг, из-за чего медленнее разгоняется. Самый лучший ей обладает Диус. Как-то так. Пишите ваше мнение в комменты, интересно почитать ваше мнение. Всем до скорого.